Ребята, горящее масло и вода – это вообще реально? Да. Вы знаете, что я люблю делать все не так, как у всех. Сегодня тоже будет, как обычно, все необычно. Супер крутая идея. Здравствуйте, друзья. Привет. Хотел сделать все вот из этой трубы, но она очень ржавая. Нашел в закромах отрезок. Хотелось бы, конечно, сделать из большой, но я замучаюсь ее очищать. Смотрите, какой я фокусник. Опа! И труба разделена. Почти как Копперфильд. Понадобится 3 круга. Крышка, дно и полукрышка-полудно. Диаметр трубы 132 мм. Примерно, плюс-минус. Вот такая труба будет посередине 2 крышек. Тут можно и побольше диаметр взять, но должно быть пространство между стенками. Я взял примерный, что попалось под руку. Диаметр 42 мм. Плюс-минус. Рядом будет еще одно отверстие, но только в одной крышке. Отверстие под трубу полдюйма, примерно 22 мм. Конечно, резать плазмой без циркуля или без шаблона достаточно неаккуратно получается. Но там будут сварочные швы, так что на это можно не обращать никакого внимания. Плазма реально расширяет возможности, но она не заменяет УШМ, а просто дополняет и ускоряет работу. Все то же самое можно сделать коронками и болгаркой. Вот что получилось. Одна крышка с отверстием посередине, вторая крышка с 2 отверстиями и глухая крышка в качестве дна. Эта труба полдюйма как раз для этого маленького отверстия. Для этой части конструкции в магазине взял 2 поворота под 90 градусов. Я подрежу их и сварю вместе таким образом, чтобы получился полный разворот потока пара. Кстати, поток будет идти из этой маленькой трубы. К сожалению, эта труба у меня была самая маленькая из стальных. Я бы взял, конечно, потоньше, но ее просто нет. В качестве сопла хочу применить наконечник от сварочного полуавтомата. Там резьба М6, и она отлично подходит к муфте М6, которую я потом вварю в конец трубы. Уже все проясняется более наглядно. Прихватил центральную трубу, позже обварю ее герметично. Зачистил потоковую трубу и нашел другое сопло, оно немного покороче. Пока, к сожалению, я не знаю нужного диаметра отверстия сопла. Нижняя часть, там где будет масло, будет из меньшего отрезка трубы. Ну и, конечно же, дно я приварю к этой маленькой части снизу. И самая главная фишка конструкции, малая труба, будет располагаться вот так. Сопло будет направлено параллельно внутренней трубе, образуя тем самым струйный газовоздушный насос за счет давления в парогенераторе. Ребята, отвлеку вас на 1 минутку от проекта. Интеграции помогают мне делать для вас интересные видео. Без машины трудно добираться, особенно на хорошую рыбалку. А вот и хорошие осенние новости. Давно планируете покупку автомобиля? Самое время. Оформите заявку на автокредит в Тинькофф до 19 октября по ссылке в описании и сможете выиграть возможность не платить проценты по кредиту. Останется выплатить банку только сумму кредита, а все ранее уплаченные проценты вернутся к вам на карту. Такие условия получат 5 победителей. А также есть приз – годовой запас топлива. Компенсировать расход на топливо будут каждый месяц в течение года до 120 тысяч рублей. Такой крутой подарок получат еще 7 счастливчиков. И еще, все, кто даже просто оставит заявку, получат компенсацию проверки авто в одном из 4 сервисов – Авто.ру, Автотека, Дром и Автокод. Тинькофф Автокредит предлагает кредитный лимит до 3 миллионов рублей только по паспорту, без поручителей, без первого взноса, каска и прочего. Срок погашения до 5 лет. Выбирайте и покупайте машину самостоятельно, а если вам нужно, банк проверит ее по открытым базам, чтобы было все чисто. По ссылке в описании оформите заявку на автокредит до 19 октября. После одобрения деньги поступят сразу на дебетовую карту Тинькофф. Если ее нет, то ее сделают и доставят вам бесплатно. Отправьте копии СТС на машину для регистрации залога до 11 ноября. 15 ноября определят случайным образом победителей и опубликуют их список. Поторопитесь исполнить свою автомечту с максимальной выгодой. Переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Наслаждайтесь свободой перемещения и красотой природы. Продолжаем. Я думаю, можно в качестве топлива использовать не только отработанное масло или растительное, но и даже дизельное топливо. Ну а если попробовать сделать поддув и зольник снизу, то можно попробовать и на пилетах, почему нет, доработав и сделать автоматическую их подачу в топку. Расположение форсунки примерно должно быть на срезе выходной трубы.
Я сделал немного подальше, чтобы была возможность замены форсунки на другой диаметр или при ее выходе из строя. Вообще такую конструкцию применяют в различных механизмах на производствах и предприятиях. Сейчас все дособеру до конца. На корпусе будут приварены еще 2 муфты для контроля давления и температуры, для любопытства и на всякий случай. Как я и говорил ранее, конструкция экспериментальная и даже размеры взяты без расчетов. Многое можно доработать, но самое важное тут – это сам принцип работы. Из отрезка трубы с резьбой и сгоном на 90 градусов я хочу сделать горловины для воды в отсек парового генератора и для масла в другой отсек. Собственно говоря, все готово. Крашу, как всегда, из баллончика. Производитель Vixen. Термостойкой краской до 1000 градусов Цельсия. Много пользовался различными другими красками, остановился на этих. Красиво, качественно и просто классно. Все быстро подсохло, и я собираю. У себя в закромах нашел предохранительные клапана на различное давление. Распознать, какой из них какой, не получается. Подписал их примерно, основываясь на силе пружины внутри. Клапан будет предохранять водяную часть от слишком высокого давления. Я, наверное, поставлю примерно на 5 килограмм. Так как все-таки это же эксперимент, я решил поставить термометр и манометр. Термометр имеет предел в 120 градусов Цельсия, а манометр с пределом 12 атмосфер. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Клапан-то на 5. Главное, чтобы я с ним не ошибся. Теперь долгожданные испытания. Заливаю масло в нижний отсек. Я его не приваривал, чтобы была возможность поэкспериментировать с различными диаметрами сопел. И стакан воды в верхний отсек. Крышки для заливных горловин – это обычные сантехнические заглушки на 1/2 дюйма. Водяная крышка с резинкой для уплотнения. Поджигаю с применением бензина, чтобы было побыстрее. Сейчас вода закипит и пар пойдет в газовоздушный насос. Он, в свою очередь, должен усилить тягу в несколько раз в трубе. Печь, или горелка, как кому нравится, очень интересная. Работает без электричества и движущихся частей, на масле и воде. Хочешь – готовь еду, а хочешь – можно использовать для отопления, в качестве горелки для бойлера или котла. Ого! Неожиданная мощность и просто неимоверная тяга. Да это атомный реактор какой-то. С этой штукой надо быть аккуратнее. Надо придумать, как регулировать мощность и как ее глушить. Ребята, если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик. Все полезные ссылки под видео в описании и в закрепленном верхнем комментарии. Здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале, друзья. Пока-пока.